Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о микроволновых печах. Как выбрать микроволновую печь для дома? Сразу вам покажу самую лучшую и классную, на мой взгляд, микроволновку. Это микроволновая печь фирмы Panasonic. Модель вы можете видеть на экране. Все микроволновые печи, по сути, очень похожи друг на друга. Мощность у них у всех, вот у таких вот, у которых нет гриля отдельно нагревательного элемента, 700 Вт, они все одинаковые по мощности, но тем не менее все по-разному разогревают. Естественно, как у любого человека, микроволновками я пользуюсь давно, их было в моей жизни достаточно много. Чем примечательна печь Panasonic? Вообще, как выяснилось, японские печи, несмотря на то, что с розетки они сосут одинаковое напряжение, как и корейские, как и китайские, но разогревают намного быстрее. То есть вот в этой печке достаточно 2 минут, чтобы очень хорошо нагреть второе блюдо, стандартную порцию. А Samsung или LG где-то надо 3 минуты, чтобы согреть то же самое блюдо. То есть получается на 20-30% дольше они греют при одинаковой энергозатрате. Китайские же печки вообще, чтобы разогреть то же количество еды, уходит где-то 4 минуты, а иногда и 5. Опять же говорю, мощность у всех написана одинаковая. Просто, видимо, лучше настроен магнетрон, правильнее концентрируются лучи. Ну а теперь расскажу, на что вообще обратить внимание при выборе микроволновки. Тут не так много различий, но в основном 3 вещи, на которые надо обращать внимание при покупке печи. Первое, это, конечно же, бренд. Вот мой опыт показывает, что японские печи Panasonic, Sharp, Toshiba, они намного лучше, намного экономичнее, быстрее разогревают продукцию. Если вы не будете в них засовывать металлические предметы или тарелочки с краплением металла, которые имеют там золотые ободки или серебристые ободки, от которых печка будет искриться и может сломаться магнетрон или выгореть внутри что-то, то практически они вечны, они не ломаются. У них весьма надежное сенсорное управление, сенсорная панель. Мне кажется, они просто вечные. Самые лучшие это японские бренды, дальше идут корейские. Самые популярные это, конечно, Samsung и LG. Есть также Dell печки. Они тоже очень достойные, они отвечают за качество, делают качественные печи. Тоже практически никогда не выходят из строя, если ими пользоваться, как в инструкции написано. Но чуть-чуть подольше в них надо разогревать еду. Второе, на что мы обращаем внимание при покупке микроволновой печи, это управление. Есть управление сенсорное, есть управление с ручками. С ручками управление очень нахваливают мастера микроволновых печей. Это очень легко объясняется, поскольку в случае выхода этих ручек из строя их легко заменить. Сенсорную же панель по прошествию времени найти практически невозможно, если она выйдет из строя. Но то, что говорят мастера, что лучше берите печки с ручками, вовсе не означает, что это лучше для жизни. Потому что у мастера свое видение на печь, а у нормального человека хочется, чтобы все было удобно, чтобы здесь не накапливалась грязь. Если вы не будете давить с бешеными усилиями на эту сенсорную панель, и также, если она нормального производителя, на ней не было изначально брака, она лет 10 вам, наверное, отслужит. Раз в 10 лет вполне возможно купить новую печь. Не так она и дорого и стоит, чтобы заморачиваться над этим. Поэтому берите то, что для жизни удобней. Из кнопок большинство людей пользуются только секундами, минутами и кнопкой старт. Все остальное это маркетинг. У всех там разные надписи. Скажу честно, никогда не пользуюсь другими кнопками. Как для красоты просто. Касаемо кнопок разморозки, где есть размораживание продуктов. Опять же, разморозка это просто мощность. Устанавливается автоматически на 20% и устанавливается время, сколько нужно,
чтобы разморозить там 100 грамм мяса, килограмм мяса. Ни на одной из печей это время, как правило, не совпадает. Смотрите на глаз, щупаете, насколько это мясо разморозилось. Также по мощности, друзья, для электромагнитных волн нет никакой разницы, какую вы мощность печки настраиваете. Они всегда на 100% на полную работают. Тут немного все по-другому устроено. Если вы ставите, допустим, печку мощностью на 50%, это же можно и вручную поставить, особенно когда с ручками печи, то, допустим, когда минуту разогревается продукт, то 30 секунд он греется, а 30 секунд излучения не идет, и он просто вращается, остывает за это время. Но волны от этого слабее не становятся, они просто делают паузы во времени. Разморозка примерно так же устроена. Обычно она соответствует мощности 15-20%. То есть примерно 10 секунд из минуты нагревается продукт, который надо разморозить, а остальное время просто вращается в печи. Вот и вся разморозка. После того, как вы выбрали печку нормального бренда и также управление, которое вам больше нравится, а сенсорное оно все-таки более точное, оно также не загрязняется, легко протирается. Третья вещь, на что нужно обратить внимание, это, друзья, на самом деле вентиляция. У некоторых китайских, особенно печек или у печей горения, которые также изготавливаются в основном в Китае, вентиляцию стали делать сверху. Это совсем дешевые печи. Но если вентиляция наверху, во-первых, она забивается пылью со временем, а во-вторых, на нее ничего нельзя сверху поставить, иначе она может перегреться. И вот благодаря тому, что все равно некоторые что-то сверху на печь кладут, печи эти выходят из строя. Идеально, когда вентиляция делается сбоку, обычно она с левого боку на печке расположена, потому что она и пылью не зарастает, и не закрывается. То есть вот на моей печи, вот она там у стенки, есть небольшой просвет, этого вполне достаточно, чтобы печь не перегревалась. Обратите на это тоже внимание. Причем, если вентиляция сверху у печи, она не сквозная, то есть если бы здесь были вот решеточки сверху, то когда вы открываете печь, здесь вот этой вот штуки сверху как раз бы наоборот не было. И не забивается вверху грязью. Ну, только изнутри надо иногда печку протирать. И более хорошо вентилируется печь, она не перегревается. Тоже важный момент. Так что если совсем не хочется заморачиваться, а пришло время купить новую печь, то вот очень рекомендую такую. Еще один моментик есть, друзья. Когда я покупал вот эту печку, она была с сенсорным дисплеем. До нее у меня на кухне стоял Samsung, мы его увезли просто на дачу, но он уже старый. И в печке показывалось текущее время, дисплей был светящийся. В магазине, естественно, печь в сеть не была воткнута. И если честно, мне даже в голову не пришло, что бывают печи с сенсорным дисплеем, на которых не отображаются часы. То есть в этой печи на самом деле нет текущего времени, нет просто такой функции. А дисплей нужен только, чтобы ставить время, насколько вы хотите разогреть блюдо. Это вот, пожалуй, единственный недостаток, может быть, для кого-то. Ну, у меня на кухне есть часы. В радиоприемнике есть просто часы висят. Поэтому я эту проблему решил. Но когда на микроволновке было время, у меня настенных часов не было, скажу честно. То есть вот это вот меня неприятно удивило. И я даже не мог подумать, что есть печи с сенсорными дисплеями, на которых нет такой элементарной функции, как отображение текущего времени. Вот единственный момент, тоже обратите при покупке внимание на это. Если вы считаете, что в печке нужен гриль, бывает, он отдельно, он, кстати, уже не микроволновый гриль идет, а просто как в духовке, нагревательный элемент, то напишите в комментариях. На мой взгляд, вот 3 параметра. Сенсорное управление, хороший бренд, который гарантирует качество микроволновой печи и быстрый разогрев блюд при равноценной мощности с другими менее именитыми производителями. Ну и дизайн, в который входит вот тот же самый дисплей, например. То есть, если вас дизайн не устраивает, возьмите то, что вам больше нравится. На этом обзор заканчиваю. Всем пока, до скорых встреч.